Глава 1256. Искусство закаливания костей. Когда Фэн Си осознал происходящее, его сердце задрожало. Будь то еще одна атака Хань Ли или дюжины шестикрылых ледяных многоножек, окружающих его, он не сможет справиться ни с одним из них. Приняв решение, Фэн Си сделал жест заклинания, и из его верхней части тела вспыхнул багрово-красный цвет. Кровь потоками хлынула из его тела, скрыв его в кровавом облаке. Тем временем его крылья мгновенно впитали кровь и стали алыми. Он глубоко вдохнул и взмахнул крыльями, намереваясь сбежать, используя секретную технику. Но в этот момент он услышал красивые песнопения, и огромная сила притяжения обрушилась на его тело. Демон почувствовал, что его тело напряглось, и что он не может пошевелиться, потому что магическая сила в его теле застыла. В этот момент Фэн Си в ужасе обнаружил под собой большой серебряный лотос. Он сверкал семицветным буддийским светом, удерживая его в ловушке. Демон запаниковал, немедленно применив технику в попытке убежать. Однако дюжина многоножек, окружавших его, воспользовалась этой возможностью и атаковала его своей ледяной ци. Его окутала ледяная белая ци, и в следующее мгновение изнутри послышались жалобные вопли Фэн Си. Ледяная ци окрасилась красным цветом. Вдали Хань Ли со спокойным выражением на лице возился с кипригелем 8 духов, даже не глядя в сторону Фэн Си. Все было полностью под его контролем. В этот момент золотой змеиный король внезапно остановился. Хань Ли вскинул брови и посмотрел вверх. Из моря пламени грянул оглушительный взрыв, и пламя рассеялось в одно мгновение. В следующее мгновение оттуда вырвался порыв ветра, сопровождаемый чем-то, летящим с огромной скоростью. Хань Ли изменился в лице. За спиной у него грянул гром, и он тут же исчез. В следующий момент вещь, которая сбежала, внезапно остановилась. Над ним вспыхнула лазурная и белая молния, после чего внезапно появился Хань Ли. Хань Ли посмотрел вниз и увидел только скелет миниатюрного змея. Он размером в 1 фут и сверкал золотым светом, словно был сделан из чистого золота. Змей держал во рту золотое ядро размером с большой палец. Позади него раздался вопль, и из пламени вылетело 5 призрачных голов с несчастными выражениями на лицах. Их лица были пепельными, словно они получили ранение. Золотой змеиный скелет дрогнул при виде демонов и сразу метнулся вдаль в виде золотой полоски свет, исчезнув из виду. Хань Ли холодно фыркнул. В следующее мгновение у него на лбу вспыхнул черный свет, и появился третий глаз. Он выпустил полоску черного света, которая исчезла сразу же в момент своего появления. В результате раздался приглушенный взрыв. Золотой и черный свет переплелись, и костяной змей рухнул, несколько раз перевернувшись в воздухе. Костяной змей понимал, что его песенка спета. Он немедленно подумал о том, как восстановить свою позицию и продолжить побег, но было уже слишком поздно. Рядом с ним внезапно вспыхнул лазурный свет, и словно из ниоткуда появилась лазурная сеть. В результате костяной змей был пойман в ловушку и не мог двигаться. Между тем с неба на него обрушился 3-метровый поток золотого света, и тело змея, не выдержав, раскололось на 2 части. Из костяного змея вылетело зеленое пламя, отчаянно пытаясь сбежать. Тем не менее, Хань Ли был готов к этому. Он протянул одну руку, создав большую лазурную руку в воздухе, и схватил зеленое пламя. Затем Хань Ли бросился вперед и, взмахнув рукой, достал маленькую зеленую бутылку. По щелчку пальцев с бутылки слетела крышка, выпустив черный туман. Лазурная рука ослабила хватку, позволяя туману пролететь мимо зеленого пламени и втянуть его обратно в бутылку. Сделав это, Хань Ли взял бутылку и погрузил в нее свое духовное чутье с довольным от увиденного выражением на лице. Душа демонического зверя 10-го ранга была невероятно редким материалом. Взглянув 1 раз в бутылку, он убрал ее. Затем он перевел взгляд на золотую жемчужину и остатки костяного змея и, не задумываясь, собрал их. Жемчужина явно была его главной целью, поскольку она была демоническим ядром змея металлического элемента. Между тем, Хань Ли также был очень заинтересован в золотом скелете. Вернувшись в море пламени, он увидел, как змеиный король не может вырваться из оков его огненных нитей и челюсти чавкающих демонов. Но с помощью какой-то неизвестной техники он вырвал свою плоть и смог сбежать на свободу, рассеивая ограничения и управляя своим миниатюрным скелетом с помощью своей души. Таким образом, змеиный король, казалось, имел 2 тела. Он мог застать своего противника врасплох этой немыслимой техникой, сбросив свою плоть и сбежав со своим скелетом. Змеиный король был знаменитым демоническим культиватором 10-го ранга. Было бы странно, если бы его было так легко убить. Хань Ли обладал 2 духовными сокровищами и несокрушимыми чавкающими демона. Его нельзя было сравниться с обычными культиваторами поздней стадии зарождающейся души.
Змеиный король был уже намного сильнее обычных демонических зверей, но Кипригель Восьми Духов обладал чудесными защитными способностями, и змей, естественно, не смог прорваться за короткое время. Используя огненные духовные нити и несокрушимых чевкающих демонов, Хань Ли смог починить его без каких-либо дополнительных способностей. Хань Ли с любопытством осмотрел золотой скелет и, немного помедлив, убрал его в сумку для хранения. В этот момент Фэн Си оставался в ловушке белого ледяного тумана, что было вовсе неудивительно. Ледяная ци многоножек запечатала его в лед. Хань Ли посмотрел на врага, которого он боялся давным-давно, и покачал головой. Его мысли зашевелились, и летающие мечи по его приказу разлетелись вокруг глыбы льда. Внезапно лед раскололся на куски, и изо льда вырвалась зеленая душа демона, пытаясь сбежать в панике. Но она сразу столкнулась с ледяной многоножкой и была проглочена ей, став пищей для насекомых. Убив двоих демонов, Хань Ли решил осмотреть их сумки для хранения. Хань Ли ждал приятный сюрприз. В сумке Фэн Си он обнаружил древнюю нефритовую пластинку с подробным описанием нескольких демонических техник культивации, а также подборную информацию о драконьем чешуйчатом фрукте. В ней также были подробно описаны техники выкорчевывания и пересадки различных видов духовных деревьев. Эта информация была очень полезной для Хань Ли. В сумке для хранения Змеиного Короля он нашел интересную технику под названием искусство закаливания костей. Она позволяла людям и демонам культивировать свой скелет до такой степени, что он становился магическим сокровищем, становясь в результате неоправданно сильным. Жаль, что на культивацию этой техники было нужно слишком много времени, поскольку он был слишком занят. Однако Хань Ли все равно убрал ее в свою сумку для хранения. Собрав своих многоножек и чевкающих демонов, он сразу же улетел в виде лазурной полоски света в направлении близлежащего моря. Поскольку драконий чешуйчатый фрукт обладал такими чудесными свойствами, он, естественно, не мог упустить его. В результате Хань Ли снял несколько ограничений, которые он обнаружил в пещере под морем, и в конце концов нашел дерево. К счастью, Фэн Си принес с собой все материалы, необходимые для пересадки духовного дерева. Хань Ли, естественно, воспользовался ими и временно поместил дерево в своей сумке для хранения. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить обед, полоска лазурного света пронеслась по морям и исчезла за горизонтом. Пока Хань Ли вернулся в море рассеянных звезд, а потом добрался до небесного южного региона, прошел целый год. Когда он, измученный долгим путешествием, вернулся в горы мечтательных облаков, Наньгун Ван, его ученики и несколько старейшин секты собрались вместе с ним для секретного обсуждения. Все разошлись спустя добрую половину дня. У всех на лицах были серьезные выражения, словно обсуждаемая ими тема имела большое значение. Вскоре после этого ученики секты дрейфующих облаков обнаружили, что секта начала собирать большое количество непонятных духовных растений, независимо от того, сколько это стоило. В то же время высокоранговые культиваторы секты неоднократно собирались для обсуждения. Вскоре после этого в небесном южном регионе просочилась информация. Стало известно, что великий старейшина секты дрейфующих облаков, Хань Ли, в своем последнем путешествии приобрел секретную технику, которая поможет прорваться к стадии божественной трансформации. Однако секретная техника была довольно своеобразной и требовала особой зоны для культивации. Таким образом, величайший культиватор в небесном южном регионе планировал отойти от секты дрейфующих облаков на несколько сотен лет для уединенной культивации. Помимо жизненно важных или смертельных ситуаций для секты или до тех пор, пока ему не удастся культивировать эту технику, ему нельзя будет покинуть это место. Когда эта информация стала известна, высшие эшелоны больших сект пришли в смятение, и их охватило волнение, счастье, беспокойство и страх, что великие события снова потрясут небесный южный регион. По прошествии года исчезли не только Хань Ли, но и его компаньонка Да Наньгун Ван, Му Пэйлин и другие его личные ученики. Но Лю Юй осталась в секте. Секта дрейфующих облаков прекратила свое расширение и начала консолидировать свою существующую силу. Хотя другие секты с жадностью следили за ресурсами секты дрейфующих облаков, ужасающая репутация Хань Ли не давала им покоя. Прошел год, 10 лет, 100 лет. Величайший культиватор небесного южного региона полностью исчез, и ему еще предстояло появиться. В секте дрейфующих облаков, в горах мечтательных облаков и даже в небесном южном регионе репутация Хань Ли со временем начала угасать, и все меньше людей вспоминали его. Через неизвестное количество времени великий старейшина секты дрейфующих облаков превратился в легенду, и его положение оставалось пустым более 1000 лет, прежде чем был выбран новый великий старейшина секты. Но спустя почти 1000 лет наступила золотая эра для секты дрейфующих облаков. В секте дрейфующих облаков появилось столько культиваторов зарождающейся души, что это подняло секту до сверхдержавы во всем небесном южном регионе.
Ее процветание сохранялось в течение тысячелетий. Глава 1257. Вхождение в стадию божественной трансформации. После битвы со высшим демоном в долине падения демонов, ограничения за пределами долины постепенно уменьшились. Спустя много лет долина стала открытой для любого желающего культиватора. Но после того, как многие культиваторы перешерстили внешнюю долину в поисках сокровищ, духовных растений, руд и других редких материалов, запасы этих предметов в долине истощились. Только в самых потаённых уголках долины можно было обнаружить нечто ценное. Да и то, если повезет. Таким образом, культиваторов, которые искали сокровища в долине, стало все меньше, а сама долина почти не отличалась от обычной духовной области. С другой стороны, внутренняя часть долины падения демонов все еще обладала зловещей репутацией. Ограничения в глубинах долины не ослабли, несмотря на прошедшее количество лет. Пространственных щелей там было все так же много. Кроме того, за последние пару сотен лет этот район заполнил таинственный белый туман. Хотя туман не наносил непосредственного вреда культиваторам, любой, кто входил в него, сразу же чувствовал головокружение, а его духовное чутье было сильно ограничено. Не было возможности идти дальше, потому что терялось чувство направления. Это странное явление на какое-то время вызвало волнение в небесном южном регионе. Многие культиваторы решили, что в долину спустилось редкое сокровище, сошло на мир в долине, и что этот туман был небесным предзнаменованием. Но независимо от того, насколько хорошо было это сокровище, оно не могло быть более важным, чем собственная жизнь. Многие высокоранговые культиваторы из-за этого не решались войти в долину на поиски сокровища. Но вскоре после этого несколько бродячих культиваторов, зарождающейся души, движимой жадностью, объединились и вошли вглубь долины. В результате они оказались в ловушке тумана на несколько лет, а сокровища, на которые они надеялись, что те смогут провести их через туман, оказались полностью неэффективны. В конце концов, после долгих лет скитаний, им удалось сбежать. Позже несколько уверенных культиваторов также вошли в глубины долины, но их ждал еще более худший конец, потому что они либо столкнулись в пространственной щелью, либо попали в более глубокую ловушку. Был также известен случай, когда культиватор бездумно бродил в тумане более 50 лет. Если бы не богатая духовная ци в долине, этот человек не смог бы поддержать себя, пока ему не удалось сбежать. Эти слухи стали шоком для многих культиваторов зарождающейся души, и никто больше не осмеливался войти в долину. В результате, внутренняя часть долины падения демонов снова стала запретной зоной в небесном южном регионе, и редко когда кто-то решался в нее войти. Со временем культиваторы небесного южного региона привыкли к туману. Культиваторы, которые вошли в долину, стали считать туман естественным, и никто не исследовал его источник. Но кто мог знать, что в скрытом уголке долины была вырезанная из нефрита маленькая пещерная резиденция? Рядом с резиденцией находился сад духовных растений шириной более 300 метров. В нем произрастало бесчисленное количество редких духовных растений, которые привели бы в восторг многих культиваторов и заставили бы их кусать локти от зависти. Эти духовные растения в возрасте от нескольких сотен лет до более 1000 лет испускали пленительный аромат лекарственных растений. Рядом с этим уголком долины было установлено несколько слоев ограничений, которые с легкостью предотвратить побег любого культиватора зарождающейся души, если бы он вошел туда. В центре сада духовных лекарственных растений было каменное здание. Внутри него ничего не было, кроме тканого мата. На коврике, словно статуя, сидел, скрестив ноги, культиватор. Спустя неизвестный промежуток времени человек, наконец, начал двигаться. Он встал и медленно вылетел из здания. Под солнцем лицо человека прояснилось. Лицо принадлежало Ханьле, но оно было невыразительным и невероятно жестким. Ханьле приблизился к углу сада лекарственных растений и потянулся вниз, выкапывая из грязи маленькую зеленую бутылочку. После этого он пошел в другой угол сада, пока не дошел до нескольких особенно зеленых лоз. Затем он вылил несколько капель зеленой жидкости на их корни. Лозы практически мгновенно впитали жидкость. После этого Ханьле вернулся бутылку на изначальное место и направился обратно в здание, чтобы продолжить медитировать. Но вдруг он остановился и вытянул руку. К нему подлетела белая пластина формации. Он поймал ее и увидел на ней большое количество лазурного текста. После этого Ханьле поднялся в небо и улетел в другой скрытый угол долины. В конце концов, он прибыл к месту назначения перед мелкими заклинаниями шириной 3 метра. Он сел, не произнеся ни слова. Через мгновение перед ним засияла транспортная формация, и оттуда вышел лазурный силуэт. Человек шагнул большими шагами из транспортной формации. В ярком свете можно было разглядеть его лицо, это был еще один Ханьле.
Недавно появившийся Хань Ли не был удивлен другому Хань Ли. Он улыбнулся и сказал: «Я очень беспокоил тебя в последние несколько лет. Если бы ты не доставлял духовные растения в транспортную формацию каждый день, боюсь, что не смог бы культивировать до пика ранней стадии божественной трансформации за такой короткий промежуток времени. Я — это ты, а ты — это я. Какая разница?» Равнодушным тоном ответил первый Хань Ли. Он был второй зарождающейся душой, которая управляла человекоподобной марионеткой. Вновь прибывший Хань Ли был оригиналом и только что вышел из уединенной культивации в пространственном кармане. Прошло уже 300 лет с тех пор, как Хань Ли покинул секту дрейфующих облаков. В то время он привел Наньгун Ван и его учеников к древней транспортной формации. Затем они отправились в море рассеянных звезд и заняли небольшой отдаленный остров с высокоранговыми духовными венами. После того, как они обосновались там, Хань Ли отправился обратно в долину падения демонов небесного южного региона и вошел в пространственный карман, где начал культивировать эссенцию божественного света. Но прежде чем он вошел в пространственный карман, он установил свой скрытый особняк удачи, поместив туда своих духовных зверей и насекомых и организовав там свой сад лекарственных растений. Высшая божественная пальма и драконий чешуйчатый фрукт также были помещены туда. Наконец, он оставил снаружи человекоподобную марионетку и дал ей маленькую таинственную бутылочку, оставив сад полностью на ее попечение. Но он все равно чувствовал себя неловко, боясь, что культиваторы обнаружат его следы в долине. После года усилий он установил огромную древнюю формацию, которая испускала чарующий туман, манипулировавший чувствами и восприятием культиваторов, накрыв им большую часть долины. Закончив все приготовления, он отдал своей второй зарождающейся душе несколько приказов и телепортировался в пространственный карман через свою транспортную формацию. Прежде чем начать культивировать, Хань Ли усовершенствовал демоническое ядро Золотого Змеиного Короля, последовав совету воплощения бесконечного небесного зверя. Используя своеобразный метод, он превратил его в коренной духовный корень элемента металла, что позволило ему с большей легкостью культивировать эссенцию божественного света. Но Хань Ли и мальчик не могли знать, что это непреднамеренное действие решило роковой недостаток в культивации эссенции божественного света. Это можно считать блестящей удачей для Хань Ли. Иначе Хань Ли потребовалось бы более 100 лет культивации, прежде чем он обнаружил что-то неладное. Когда это время бы пришло, даже если бы он снова начал культивировать, вред был бы слишком велик. Но даже с этим и помощью горы божественной эссенции, культивация Хань Ли шла не так гладко. Культивация первых нескольких слоев прошла достаточно хорошо, быстро преодолев их с помощью горы. Но на более поздних стадиях он часто сталкивался с узкими местами и чуть не подвергся обратной реакции Ци, что могло нанести большой вред его жизненной силе. Если бы не множество духовных растений и не таинственная бутылка, он боялся, что его культивация закончилась бы на этом этапе. Но наибольшую боль ему причиняло то, что было необходимо культивировать силу 5 стихий и эссенцию божественного света, сливая их вместе. В течение нескольких десятков лет он не мог сделать и полшага от горы, и он испытал такие трудности, которые посторонние никогда не узнают. Если бы не чрезвычайная мудрость и настойчивость Хань Ли, он не смог бы продолжать. Таким образом, его усердная культивация в пространственном кармане продолжалась в течение 200 лет. В конце концов, он добился успеха в культивации и полностью усовершенствовал гору божественной эссенции. Теперь он смог принять его в свое тело как драгоценное сокровище. После этого все, наконец, пошло гладко. Хань Ли нашел подходящую возможность принять таблетки дьявольской эссенции и другие духовные лекарства. С дополнительной помощью высочайшего духовного камня и 5 ледяных огней ему удалось прорваться к стадии божественной трансформации. Теперь, когда Хань Ли был культиватором стадии божественной трансформации, он мог манипулировать мирской первородной Ци, управляя ветром и дождем. Его способности теперь были частично связаны с бессмертным богом из бесконечного мира. Можно сказать, он возвел свое существование в абсолют. Хань Ли обрадовался и немедленно покинул долину, направляясь к морю рассеянных звезд. После этого он обнаружил, что Наньгун Ван и его ученики в целости и сохранности. Его ученики даже создали значительную фракцию в море рассеянных звезд, непосредственно контролируя несколько десятков близлежащих островов культиваторов. Тем не менее, он не придерживался большого мнения по этому поводу и сохранял нейтралитет. Когда Наньгун Ван и его ученики увидели, что он действительно вошел в стадию божественной трансформации, они были вне себя от радости и устроили праздник. К тому времени, с помощью огромного количества таблеток, которые Хань Ли оставил Наньгун Ван, она уже вошла в позднюю стадию зарождающейся души. В настоящее время она усиленно культивировала, чтобы однажды она достигла пика поздней стадии и прорвалась. Ши Цзянь также был человеком с превосходными способностями.
Через несколько сотен лет ему также удалось войти в стадию зарождающейся души к большой радости Хань Ли. Тем не менее, не все было так радостно. Поскольку продолжительность жизни Мупейлин приближалась к концу, она поспешила прорваться к стадии зарождающейся души. В результате, войдя в уединение, ее душевное состояние было нестабильным, и ее внутренние демоны стали причиной ей смерти из-за воздействия магической силы. Услышав это, Хань Ли был несколько опечален. Готовясь к ее прорыву на стадию зарождающейся души, он также подарил ей дополнительные лекарственные таблетки, приготовленные из 9-листного духовного женьшеня, но ее судьба все равно подчинялась воле небес. Поскольку она была его названной наложницей, Хань Ли, естественно, посетил ее могилу. В этот момент Хань Ли вернулся на главный остров и должным образом провел с Наньгун Ван более 10 лет, а затем вернулся в небесный южный регион, чтобы продолжить свою культивацию. Глава 1258. Море 5 драконов. Перед своим отъездом Хань Ли вернул Ши Цзяня обратно в небесный южный регион, чтобы он мог отправиться на Дальний Запад и бороться за лидерство в школе 1000 бамбуков. Поскольку Хан Ли уже рассказал Ши Цзиню о наследовании достояния монарха расщепления души, он, естественно, не возражал против этого вопроса. Когда они вернулись в небесный южный регион, Ши Цзянь по собственному желанию отправился на Дальний Запад. С его нынешним уровнем культивации он мог с легкостью овладеть школой 1000 бамбуков. Хань Ли также не беспокоился об этом. Вернувшись в долину падения демонов, он немедленно возобновил свою культивацию. Благодаря 3 методам пересадки духовных растений, которые он получил от Фэн Си, духовные растения, которые изначально были ограничены в пространственном кармане, теперь можно было выносить наружу. Благодаря этому у таблетки розового облака больше не было никаких ограничений для изготовления. Хотя таблетка розового облака была лекарственной таблеткой для культиваторов зарождающейся души, она обладала властной лекарственной силой и была весьма полезна и для культиваторов божественной трансформации. Благодаря тому, что Хань Ли усовершенствовал эту таблетку, изначально трудная культивация на ранней стадии божественной трансформации пошла гладко. После 100 лет горькой культивации он достиг пика ранней стадии и достиг финальной стадии искусства меча лазурной эссенции, культивировав его до полного завершения. На этом этапе дальнейший прием таблеток розового облака больше не давал эффекта. А поскольку духовная ци в мире смертных была слишком редкой, он не мог войти в среднюю стадию божественной трансформации. Поэтому у него оставалось другого выбора, кроме как покинуть свое уединение. Во время пребывания в уединении он столкнулся с несколькими узкими местами в своей культивации и использовал бесчисленное количество талисманов 1000 расстояний, много раз связываясь со старым эксцентриком Сином Чжили. Он также начал разглашать некоторую информацию, которую Серебряная Луна оставила ему. В результате, после бесчисленных лет упорных поисков, Сян Чжили наконец нашел полезный пространственный узел. Это вызвало радость у старых культиваторов божественной трансформации. Услышав эту новость, Хань Ли присоединился к их празднованию. В результате Сян Чжили, старый эксцентричный Фэн, старый дьявол Ху и старый демон Чо объединились за 100 лет подготовки и вошли в пространственный узел. Но вскоре после этого 3 из 4 оставшихся позади первичных душевых фонарей вскоре погасли. А тот, что принадлежал старому дьяволу Ху, все еще горел, хотя и был очень тусклым. Несколько дней спустя его первичный фонарь души также погас. Было неизвестно, удалось ли старому дьяволу Ху успешно подняться в мир духов, разорвав его связь с фонарем, или он погиб в пространственном узле. В конце концов, ученики этих великих культиваторов послали Хань Ли сообщение с помощью талисмана 1000 расстояний и сообщили об этой новости. Узнав об этом, Хань Ли был абсолютно потрясен. Оказалось, опасность этих пространственных узлов была больше, чем он ожидал. Даже обладая огромными способностями, культиваторы божественной трансформации были полностью уничтожены. Из-за этого Хань Ли почувствовал себя не в своей тарелке. Похоже, предупреждение Серебряной Луны об опасностях пространственных узлов не было преувеличено. Это действительно был путь, который убил бы большинство тех, кто проходил через него. К счастью, Сян Чжили также сдержал свое обещание и уже дал ему местоположение пространственного узла. По крайней мере, Хань Ли мог не беспокоиться о его поиске. На данный момент, так как он не смог продвинуться в своей культивации ни на йоту дальше, он планировал взглянуть на пространственный узел и сделать полную подготовку. В конце концов, чем более он был подготовлен, тем больше у него шансов на успех. Информация, передаваемая через талисман 1000 расстояний, не была чем-то, на что он мог положиться. Однако пространственный узел не был расположен в Великом Цзине, небесном южном регионе или где-либо еще, где Хань Ли когда-либо бывал. Это было на незнакомой территории, называемой морями 5 драконов. Это было место в Великом Цзине, о котором мало кто знал, но Сяну Чжили и другим старым эксцентрикам удалось найти транспортную формацию, которая вела прямо в этот район.
Разумеется, сначала он должен был отправиться в Великий Дзинь и использовать эту формацию. Поскольку это путешествие заняло бы довольно много времени, он решил, что сначала он нанесет еще один визит в море рассеянных звезд. Приняв решение, Хань Ли оставил свою марионетку охранять пространственный карман и покинул долину падения демонов. На небольшом острове с красивыми пейзажами, в каменном павильоне на вершине горы собралось несколько культиваторов зарождающейся души. Все они были вовлечены в оживленную дискуссию. Седовласый старик в широких серых одеждах закрутил бороду и улыбнулся сидящей напротив него женщине в зеленой одежде. «Фея Би, я слышал, что ты усовершенствовала высокоранговую таблетку сладкого аромата, которая может очищать сущность. Могу я попросить у тебя несколько таблеток?» Прежде чем прекрасная леди смогла ответить, культиватор средних лет в синем одеянии засмеялся и сказал: «Брат Кан, должно быть, шутит. Все знают о твоем мастерстве в усовершенствовании таблеток. Зачем тебе несколько таблеток сладкого аромата? Скорее, я выменяю их от имени моих учеников». Старик не обиделся, а ответил ему сияющей улыбкой: «Господин даосист Джао ошибается. Мое мастерство в усовершенствовании таблеток связаны только с таблетками в помощи с культивацией. Таблетки, связанные с продвижением магической силы, мне не под силу. Теперь, когда появилась редкая возможность приобрести что-то столь редкое, я должен ее использовать». Женщина в зеленой одежде заговорила нежным тоном, которого от нее ждали окружающие, как от благородной женщины. Нет необходимости спорить друг с другом. Мы все можем участвовать в обмене. Я принесла с собой достаточное количество таблеток сладкого аромата, так что их хватит на вас обоих. Пожалуйста, покажите, что вы хотите предложить мне в обмен на них. Надеюсь, вы меня не разочаруете». Старик и ученый внутренне вздохнули и вежливо ответили. Эти культиваторы проводили небольшую торговую встречу. Среди них было еще двое, но они молчали. Одним из них был крупный человек с желтой кожей, который положил на стол золотой деревянный ящик. Он подтолкнул его к центру и торжественно уставился на старика. «Это то, что я, Фан и господин даосист Сун собрали совместными усилиями. Я обменяю это на 2 таблетки змеиной трансформации брата Кана. Только с этими таблетками мой питон быстрого ветра может превратиться в змея». Старик выглядел недовольным и покачал головой. «Во время последней сделки ты не упоминал об этом. Я не стану их обменивать, поскольку они нужны для моего собственного зеленого духовного змея». Культиватор по фамилии Фан улыбнулся и уверенно сказал: «Хехи, не отказывайся так быстро. Сначала посмотри, что я тебе предлагаю, а потом можешь дать ответ». Сердце старика забилось быстрее, и он смягчился, сказав: «Помимо лазурного духовного грибного и других подобных материалов, меня ничто другое не интересует, какими бы ни были драгоценными материалы в этой коробке». Затем он махнул рукой и приманил коробку себе в руку. Открыв коробку, он увидел блестящую голубую жемчужину. Ядро громового кита. Старик крикнул от удивления. Другие были в шоке и невольно взглянули в его сторону. Культиватор Фан ухмыльнулся и сказал: «Брат Кан достаточно опытен, чтобы узнать с первого взгляда. Это действительно демоническое ядро громового кита 7-го ранга. Хотя это всего лишь демонический зверь 7-го ранга, он невероятно редкий. Мы с братом Суном преследовали его целых 3 дня. Что ты теперь скажешь об обмене?» Старик с тоской уставился на шкатулку в руке, но ему также бы очень пригодились таблетки змеиной трансформации. Какое-то время он колебался. Демоническое ядро громового кита встречается довольно редко. Могу ли я взглянуть на это? Внезапно снаружи раздался спокойный мужской голос человека. Никто из совершенствующихся не узнал его. Кто это? Все культиваторы сразу же в изумлении уставились на улицу. Было неизвестно, в какой момент он прибыл, но за павильоном появился человек в лазурном одеянии. Хотя он выглядел молодым, в его глазах сиял исключительный ум. Культиваторы в павильоне невольно переглянулись между собой. Никто из них не узнал этого человека. И хотя их павильон не выглядел необычным, он все же был скрыт ограничениями. Как мог этот незнакомый человек найти их? Причина, по которой никто из них не стал вести себя враждебно по отношению к нему, заключалась в том, что одного взгляда было достаточно, чтобы обнаружить следы магической силы, исходящей из его тела. Но поскольку смертный не мог быть здесь, тогда культиватор Фан немного поколебался и осторожно спросил: «Могу ли я узнать, кто вы, уважаемый?» Юноша поприветствовал их. «Это не имеет значения. Я пришел сюда, только чтобы спросить у вас направление. Если я побеспокою вас, надеюсь, вы не обидитесь». Конечно, это был Хань Ли, который теперь оказался в море 5 драконов. Хань Ли нашел это место незнакомым, и ему нужно было найти определенный участок земли. Ему нужно было купить карту.
Несмотря на то, что иллюзорные ограничения на настоящий момент были необычны, они были ничто для его глаз духовного прозрения. Таким образом, когда он заметил группу высокоранговых культиваторов, он быстро спустился. Направление. Культиватор Фан с сомнением спросил его лицо. «Господа, если у кого-нибудь из вас есть карты окрестностей, это было бы здорово», — небрежным тоном сказал Хань Ли, а затем взглянул на коробку и улыбнулся. «Ах, да, демоническое ядро громового кита может выглядеть нетронутым, но его демоническая сила уже рассеялась. Даже если вы используете его для изготовления лекарств, это не будет очень полезно». «Это правда?» «Что за чушь ты говоришь?» Старик был поражен, но выражение культиватора Фана изменилось на выражение ярости. «Верите ли вы в мои слова, решать вам. Я сказал это так, между делом. Однако, если вы готовы продать мне карту, я могу ответить на несколько ваших вопросов. Я также готов передать демоническое ядро громового кита в подарок. Хотя его ранг ниже, его лекарственные свойства гораздо более эффективны». Хань Ли вытащил сверкающую голубую жемчужину, которая была явно больше той, что была показана ранее. Культиваторы в павильоне были совершенно ошеломлены, и на их лицах появились странные выражения. Некоторые из них смотрели на Хань Ли с горящими глазами, а другие — с неверием. В конце концов, культиватор Фан отвел взгляд от демонического ядра в своей руке и крикнул с резким выражением: «Могу я спросить, откуда вы? Вы пришли сюда, чтобы развлечься?» Глава 1259. Океанический туман. Чтобы развлечься. За пустяковое ядро демонического зверя 6-го ранга. Хань Ли поднял бровь и загадочно улыбнулся. Если бы это было ядро обычного демонического зверя 6-го ранга, оно не было бы достойно нашего внимания, но демоническое ядро громового кита — другое дело. Кроме того, вы дискредитировали демоническое ядро брата Фана, как только появились. Я чувствую, что это заслуживает некоторого рассмотрения. Культиватор по фамилии Сун наконец нарушил молчание холодным тоном. Он был стариком с жестоким выражением лица. Хань Ли усмехнулся и спокойно сказал: «Вам потребовалось много времени, чтобы убить этого громового кита. Он исчерпал большую часть своей демонической силы, прежде чем вам удалось убить его. Если его демоническое ядро не пополнилось силой, оно не имеет особого качества. Похоже, вы двое убили не так много высокоранговых демонических зверей, иначе вы бы знали об этом». Услышав это, культиватор Фан и Сун переглянулись между собой с нерешительными выражениями на лицах. Седовласый старик осторожно сказал: «Даже если ваши слова о демоническом ядре правда, зачем вы пришли сюда?» Господин даосист Фан использовал иллюзорную технику, чтобы скрыть это место. «Вы пришли сюда из-за нас. Я заметил иллюзорную формацию. Кроме того, я первый раз в этом регионе, поэтому я никоим образом не могу прийти к вам специально. У меня сегодня хорошее настроение, поэтому я был вежлив. Но если вы продолжите задавать мне вопросы, мне не будет интересно отвечать на них. Мои прежние условия в силе. Готовы ли вы обменяться со мной на карту? Я не планирую задерживаться здесь надолго». Сказав это, Хань Ли нахмурился. Хотя тон Хань Ли не был громким, он сильно встряхнул сердце культиваторов в павильоне. Когда они поняли, что Хань Ли был таким загадочным персонажем, его смелый тон вселил в них страх, и никто из них не ответил. Красивая женщина в зеленой одежде мельком взглянула на Хань Ли и неожиданно спросила: «Судя по вашему тону, вы культиватор не из нашего моря 5 драконов. Вы пришли из Великого Цзиня. Вы знакомы старейшины Сина? Вы знакомы с даосистом Сином?» Хань Ли уставился на женщину и прищурился. Он чувствовал себя несколько удивленным. Услышав это, в ее глазах появилось странное выражение. Она встала, приблизилась к нему и сказала ему с уважением: «Старейшина Сян как-то посещал мой остров. Он дал мне руководство по культивации, которое очень помогло мне. Если вы двое знакомы, возможно, вы тоже старший на стадии божественной трансформации». Культиватор стадии божественной трансформации. Все услышавшие сразу же вскочили со своих мест. Культиватор Фан и суровый старик пришли в ужас от тех слов, что сказали ему ранее. Хань Ли, казалось, игнорировал действия других культиваторов. Вместо этого он перевел взгляд на женщину и нахмурился: «Раз вы знаете это, отрицать не стану. Когда вы в последний раз видели господина даосиста Сина?» Женщина улыбнулась и ответила: «Я видела его последний раз 200 лет назад. Тогда мне еще предстояло войти в стадии зарождающейся души. Если бы не его руководство, боюсь, что я бы застряла на стадии формирования ядра. Примерно 200 лет назад Сян Чжили и другие обнаружили пространственный узел.
Мысли Ханли быстро перемешались, и в мгновение ока он определил, что ее слова были правдой. С облегченным выражением на лице он сказал: «Раз вы знакомы с господином Даосистом Сином, это хорошо. Возьмите это демоническое ядро и дайте мне карту». Ханли поднял руку и бросил ей редкое ядро демона в своей руке. Женщина обрадовалась и приманила демоническое ядро к себе в руку. Затем она поклонилась в знак благодарности и сразу же вынула слабый зеленый нефритовую пластинку, а затем отправила его Ханли. Ханли поймал ее и быстро просмотрел своим духовным чутьем. Сравнив это с информацией, оставленной Сян Чжили, он мгновенно нашел местоположение пространственного узла. Он был не слишком далеко от этого места. Месяца в пути было достаточно. Очень хорошо, он с удовлетворением кивнул. Затем, используя тон неоспоримого авторитета, он приказал: «Теперь у меня есть к вам несколько вопросов. Слушай хорошо». На данный момент он был высочайшим существом в мире смертных. В этом мире не было ничего, что могло бы напугать его, кроме заканчивающейся жизни. Женщина в зеленой мантии, естественно, согласилась. В следующие моменты его рот пошевелился, но он, казалось, не произнес ни слова. Красивые глаза женщины быстро зашевелились, и когда Ханли прекратил передачу голоса, она сразу же ответила ему так же. Услышав это, Ханли погладил себя по подбородку и задумчиво опустил голову. Другие культиваторы не смели даже дышать в этой удушающей атмосфере и оставались на месте. Они боялись, что если они потревожат этого старшего стадии божественной трансформации и навлекут на себя большие неприятности. Внезапно Ханли, казалось, что-то вспомнил и усмехнулся: «У меня есть свои дела, поэтому мне пора. Можете заниматься своим обменом». Сказав это, он взмахнул рукавом и улетел во вспышке лазурного света. Когда Ханли исчез, культиваторы оставались неподвижными, все еще находясь в восторге от присутствия Ханли. В конце концов, культиваторы завидовали демоническому ядру громового кита в руке женщины. Было довольно удачно получить демоническое ядро громового кита в обмен на карту и несколько слов. Женщина в зеленой одежде заметила их взгляды и спокойно убрала демоническое ядро. Затем со смехом она сказала: «Господа, раз старший ушел, давайте продолжим». Ученый вдохнул и улыбнулся: «Фея Би, не нужно торопиться. Я бы никогда не подумал, что вы подружились с культиватором стадии божественной трансформации. Кажется, мы вели себя неуважительно». Женщина покачала головой и ответила со слабой улыбкой: «Это произошло давным-давно, когда я еще была на стадии формирования ядра. Я не могу сказать, что я подружилась с ним. Старший Сян всего лишь дал мне несколько советов по культивации. Даже если он дал тебе всего несколько указателей, ты все равно была знакома с культиватором в стадии божественной трансформации. Нам остается только мечтать об этом», — с восхищением сказал культиватор Фан, но затем нахмурился и с недоумением спросил: «Но, как ни странно, почему эти высшие существа Великого Цзиня пришли в наше море 5 драконов? Неужели произошло нечто великое?» Старик усмехнулся и сказал: «Это возможно. Однако, поскольку культиваторы божественной трансформации проявили себя, разве мы можем надеяться участвовать в этом? Если мы не будем осторожны, они могут убить нас по щелчку пальца. Так что лучше ни о чем не расспрашивать таких могущественных существ. Если бы мы разозлили культиватора божественной трансформации, хе-хе». Сказав это, они изменились в лицах и кивнули друг другу в знак согласия. То, о чем они действительно думали, могли знать только небеса. Пока эти культиваторы догадывались о цели Ханли, он уже улетел за тысячи километров в виде лазурной полоски света. Ответы женщины в зеленом дали ему грубое понимание моря 5 драконов. В этом районе не было культиваторов на стадии божественной трансформации, поэтому ему больше ни о чем было переживать. С нынешним уровнем культивации Хань Леон мог летать с невероятной скоростью, но если бы он использовал всю свою силу, это бы пробудило мирскую ци и заставило бы его продолжительность жизни медленно уменьшаться. Таким образом, Ханли летел на обычной скорости, совершенно не торопясь. Месяц спустя он без каких-либо осложнений прибыл в туманный морской район. Он посмотрел на белый туман перед собой и нахмурился, без колебаний решив влететь в него. Пролетев через него почти 2 часа, он внезапно остановился. Оглядевшись вокруг, он сделал жест заклинания и поднял их, произнося «прорыв». 2 плотных удара молнии вспыхнули и ударили в воздух, выпустив оглушительные раскаты грома. Туман поблизости содрогнулся, а затем рассеял и высвободил чистую область шириной в несколько километров. Под ним был маленький остров с несколькими зданиями. При виде этого лицо Ханли просияло, и он пробормотал: «Старый эксцентрик Сян и другие не солгали. Они явно оставили здесь учеников, чтобы те присматривали за пространственным узлом. Если бы я потратил еще 200 лет, здесь никого бы не было».
Пока он разговаривал сам с собой, с небольшой горы прямо к нему пролетело 3 световых полоски. Хань Ли оставался спокойным, ожидая их в воздухе, сложив руки за спиной. Свет погас, и перед ним предстало 3 культиваторов, 1 женщину и 2 мужчин. Все они были на стадии формирования ядра. Все они смотрели на Хань Ли с улыбкой на лице. «Мы отдаем дань уважения старшему Ханю. По приказу боевого предка Сина мы ждали вашего прибытия. Вы ученики господина даосиста Сина. Вы видели меня раньше?» Лицо Хань Ли дрогнуло. «Мы в самом деле его ученики. Мастер оставил нам ваш портрет, вот как мы узнали вас», — почтительно ответил один из них. Хань Ли кивнул и улыбнулся. «Понятно. Должно быть, эти годы прошли для вас тяжело. Я не буду относиться к вам несправедливо. В будущем мои ученики будут охранять это место вместо вас. Вам больше будет не нужно оставаться здесь в ловушке». Услышав это, все 3 пришли в восторг. Затем они пригласили Хань Ли в здание внизу, но Хань Ли покачал головой, желая сначала взглянуть на пространственный узел. 3 согласились и проводили его на остров. Глава 1260. Пространственный узел. Все 3 пролетели молча около 5 километров. Хань Ли распространил свое духовное чутье в пространстве перед собой и, словно что-то обнаружив, увеличил скорость. Пролетев еще немного, вся группа в конце концов остановилась. Хань Ли прищурился и увидел в воздухе гигантский шар серого света. От этого шара у него по спине пробежал холодок. Шар света, казалось, был практически круглым, диаметром в 1,5 километра. Хотя он выглядел тусклым и расплывчатым, в то же время он казался непостижимо глубоким. Внутри него медленно вращался ореол света. Хотя Хань Ли уже знал ответ, он быстро вздохнул и спросил: «Значит, это и есть пространственный узел?» На этот раз ответила женщина из трио: «Да, старший. Это пространственный узел, в который вошли мастер и остальные. Чтобы сохранить стабильность входа, мастер и другие потратили много сил, временно наложив на него своеобразную печать. Таким образом, сохранена не только стабильность пространственного узла, но и сведены к минимуму его пространственные колебания, что не позволит культиваторам моря 5 драконов обнаружить его». Упомянув Сян Чжили, ее лицо стало несколько грустным. Все 3 прекрасно понимали, что означало то, когда погас первичный фонарь души Сян Чжили. Вот как. Мне было интересно, почему пространственные колебания этой области были такими слабыми. Значит, господин даосист Сян и другие запечатали его. Хань Ли невольно вздохнул, глядя на шар света перед собой. Культиваторы формирования ядра при виде этого переглянулись между собой, словно давая сигнал друг другу. «Я хотел сказать вам кое-что, старший», — нерешительно сказал культиватор. «Что же?» Хань Ли удивленно посмотрел на него. «Мы охраняли это место более 200 лет. Хотя мастер Сян запечатал пространственный узел, последние 100 лет он начал колебаться в течение небольших промежутков времени. Каждый раз интервалы между колебаниями становились все короче. С тех пор, как несколько лет назад он уже начал колебаться раз в год, теперь он колеблется раз в полгода». Встревоженное выражение лица Хань Ли слегка изменилось, так как... «Ты имеешь в виду, что печать на пространственном узле долго не продержится?» Другой человек из трио торжественным тоном объяснил: «Боюсь, что так. Согласно этой тенденции, через 100 лет пространственный узел станет нестабильным и исчезнет. Боюсь, что старший не сможет войти в узел так же легко, как мастер Сян и другие. Через 100 лет. Так быстро». Выражение лица Хань Ли стало мрачным. «Мы пришли к такому выводу согласно нашим собственным суждениям. Мы можем ошибаться», — с улыбкой добавила женщина. Хань Ли немного подумал и сказал: «Придется мне остаться здесь на несколько лет и выяснить это самому. Будет лучше, если я сами лично исследую этот пространственный узел. Какое-то время я буду здесь». Ученики Сян Чжили, естественно, не возражали против этого вопроса и неоднократно поклонились ему. Вскоре после этого Хань Ли махнул рукой и приказал 3 ученикам вернуться на остров, чтобы он мог остаться там один. В мгновение как только Хань Ли остался перед огромным шаром света. Выражение его лица изменилось, и он продолжал смотреть на него. Слова, сказанные этими учениками, глубоко обеспокоили его. Размышляя над этим, лицо Хань Ли стало угрюмым, и если бы эти 3 правы, мне придется войти в пространственный узел в течение 100 лет. Этого времени довольно мало, поэтому опасность неудачи, безусловно, будет выше. Но если я не воспользуюсь этой возможностью, я могу никогда не найти другого способа войти в мир духов, даже если бы у меня было еще 1000 лет.
Старые эксцентрики долго искали его и, не колеблясь, вошли в него, как только нашли. Я уже дал им большую часть информации о пространственных узлах. Очевидно, у них не было особой надежды найти другой пространственный узел, который они могли бы использовать. Хань Ли оставался под огромным шаром света почти целый день, прежде чем вернуться на остров. Когда Хань Ли вернулся, 3 учеников уже подготовили ему самое большое из зданий в качестве временной резиденции. Хань Ли был очень доволен этим. За хорошую службу в качестве стражей пространственного узла он подарил каждому по магическому сокровищу и несколько лекарственных таблеток. Культиваторы формирования ядра пришли в восторг от этого и почтительно отблагодарили его. Вскоре после этого Хань Ли воспользовался талисманом 1000 расстояний, чтобы сказать Наньгун Вану и остальным, чтобы они направили на остров несколько надежных культиваторов формирования ядра, также попросив Тянь Циньер сопровождать их. Благодаря тому, что Тянь Циньер культивировала с помощью таблеток Хань Ли, она теперь проводила большую часть своего времени, исследуя формации заклинаний и ограничения. Она уже была удивительно талантлива в этой области, и теперь, проведя еще больше времени, она добилась значительных успехов. Ее мастерство в формациях заклинаний теперь намного превосходило мастерство Хань Ли. Он предполагал, что ему понадобятся знания формации заклинаний этой женщины для его путешествия в пространственный узел. После этого Хань Ли какое-то время наблюдал за огромным шаром света почти каждый день. Затем он возвращался на остров и размышлял над наблюдаемыми изменениями. Через год Тянь Циньер и 3 культиваторов формирования ядра наконец прибыли на остров. Хань Ли немедленно отпустил 3 культиваторов формирования ядра, которые изначально охраняли остров, и взял на себя прямой контроль над этой территорией. Хотя Тянь Циньер была поражена тем, что уже смогла достичь поздней стадии формирования ядра, Хань Ли специально предложил ей бутылку воскрешающей солнечной воды, что дало ей больше возможностей сконденсировать зарождающуюся душу. Когда Хань Ли увидел, что она наконец прибыла сюда, он сразу же заставил ее осмотреть на пространственный узел и проверить, можно ли укрепить печать, чтобы у него было больше времени для подготовки. К сожалению, несмотря на ее невероятное мастерство в формации заклинаний, она не затрагивала темы, связанные с пространственной силой. После нескольких месяцев напряженных исследований она в конце концов нашла способ постепенно укрепить печать. Тем не менее, у этого метода был только 30% вероятность на успех в предотвращении разрушения входа. Хотя шансы были не очень высоки, у него не было других вариантов, и ему оставалось только попробовать этот метод и надеяться на свою удачу. Чтобы собраться редкие материалы, которые требовались для этого метода, Хань Ли пришлось путешествовать по морям 5 драконов в поисках их. Благодаря его способностям, это заняло у него около 6 лет. За это время он обнаружил, что ситуация была именно такой, как описали ученики Сян Чжили. Пространственный узел с каждым годом становился все более нестабильным, и каждое последующее колебание становится все более сильным. В результате изначальная радость Хань Ли от вхождения в стадии божественной трансформации полностью исчезла. Когда Тянь Циньер закончила свою чрезвычайно сложную формацию заклинаний и добавила еще один слой печатей на пространственном узле, он начал размышлять, следует ли ему использовать эту возможность, чтобы прочесать мир смертных в поисках особых защитных сокровищ и техник, готовясь войти в пространственный узел. Но за несколько дней до того, как он планировал уехать, внутри морского тумана произошла внезапная вспышка света, мгновенно достигнув края тумана. Свет погас, раскрыв женщину несравненной красоты в серебряной одежде. На вид ей было лет 20, у нее были изогнутые брови и изящный нос. Ее глаза сияли блестящим серебряным светом, который слегка шевелился внутри них. Она на мгновение осмотрела туман перед собой и взмахнула рукой, высвободив нефритовую пластинку. Она прочитала ее своим духовным чутьем с улыбкой на лице. Это должен быть пространственный узел, о котором говорили младшие из секты Небесного Дьявола. Женщина пробормотала про себя. Зная, где находится пространственный узел, она метнулась вперед в виде полоски серебряного света. Морской туман взвелся и полностью скрыл ее в себе. В настоящее время остров в тумане больше никем не охранялся. Пока Тянь Циньер размещала печать на пространственном узле, она также разместила несколько мощных ограничительных заклинаний рядом с маленьким островом. Они обладали более чем достаточной силой, чтобы на некоторое время заманить в ловушку культиватора зарождающейся души. В результате женщина в серебряном одеянии была застигнута врасплох и столкнулась с формацией заклинаний, как только прибыла на остров. Когда ограничения активировались, множество молниеносных птиц метнулись к женщине. В то же время на нее обрушился плотный шквал потоков ветра и ледяных шипов. Женщина в серебряном одеянии была поражена, но вскоре холодно фыркнула, взмахнув рукой. Ледяной белый ветер внезапно вырвался из ее тела и, увеличившись в размерах, создал сильную бурю с невероятным импульсом.
С неба посыпались раскаты грома, и шторм полностью сместил все атаки, полностью разрушив их, прежде чем они смогли коснуться ее. Такие громкие движения привлекли внимание 4 культиваторов формирования ядра, что были на острове. В тревоге они вылетели с острова, чтобы выяснить, что происходит. Женщина в серебряном одеянии посмотрела на всех культиваторов, взлетевших с острова, и не смогла скрыть свою враждебность. Она подняла руку в направлении 4 культиваторов, словно собиралась что-то запустить в них. В этот момент женщина внезапно услышала голос Ханьли у себя в ушах: «Фея Фэн, пожалуйста, прояви милосердие. Мои подчиненные только следовали моим приказам. Надеюсь, ты не в обиде». «Это вы?» Услышав это, женщина в серебряном одеянии изменились в лице, но не поспешила опустить руку.